Здесь, конечно, надо понимать, что одной из причин вообще всей этой ситуации, которую мы имеем, это проблема тотального недоверия. Запад тотально не доверяет Ирану, ни одному слову, а Иран тотально не доверяет Западу. И между ними существует, так сказать, в общем, абсолютное тотальное недоверие. Одни не верят, ни в чем не верят другим, никаким обещаниям. Другие не верят никаким словам, обещаниям других. Иранцы утверждают, что их программа мирная. Запад и Израиль говорят: нет, вы врете, ваша программа военная, поэтому мы будем вас давить. Это во-первых. Во-вторых, конечно, логика иранцев, в общем-то, на самом деле ясна. Понятно, что России абсолютно невыгодно обладание Ираном ядерным оружием. Тем не менее, логика иранцев ясна. В мире, где система международного права на самом деле практически не действует, смел тот, кто съел. Вот и все, так сказать. У кого есть сила, тот обладает какими-то ресурсами. Рядом находится Израиль, который обладает ядерным оружием, но никаким соглашением по нему не присоединяется. И есть Пакистан, который тоже обладает ядерным оружием и тоже игнорирует, так сказать, соглашение по ядерному оружию. В этой ситуации иранцы, так сказать, рассуждают совершенно просто. Кто смел, тот и съел. Вот и все. Так сказать, также рассуждают там люди в Северной Корее и прочее. На самом деле, тот же Запад, на мой взгляд, способствуя в последние, особенно, так сказать, 20 лет разрушению системы международного права и вот такому какому-то более или менее системному решению различных проблем, да, в мире, он способствует вот такому подходу к делу со стороны тех стран, которые имеют некие амбиции. А для Ирана действительно их ядерная программа это как бы вот, действительно это как бы такой вот маяк, да, это для них вот показатель того, что их модель альтернативная может добиться успеха. Тут же, так сказать, тоже идет соревнование как бы моделей. Понимаете, Иран пытается продемонстрировать некую альтернативную модель жизни, которая отличается как бы, да, от модели западной. И говорит: а вот мы тоже в рамках этой модели можем добиться успехов. А если бы вы нас не душили, мы вообще, так сказать, прекрасно процветали бы. Западу, естественно, такая ситуация не нравится. То есть как так? На самом деле мы, Запад, это конец истории, так сказать. Наша модель единственная верная, и в рамках другой невозможно движение. Поэтому, кстати, их не только Иран раздражает, а тут же Китай, потому что по логике, так сказать, скажем, либеральных идеологов, Китай вообще не должен существовать. Он должен, так сказать, быть, абсолютно, так сказать, бессмысленной, никчемной, ничего, так сказать, не умеющей страной. А он вдруг показывает такие темпы роста. Поэтому я думаю, что иранская проблема, она является одной из частей вот такого кризиса доверия и кризиса идеологии в мире в целом. Если говорить о, так сказать, вопросах безопасности в этом регионе, несомненно, все-таки здесь вот есть два пункта, они как бы взаимоисключающие, но на самом деле, насколько я понимаю, я не могу отвечать за Россию, но тем не менее, насколько я понимаю, Россия их придерживается. С одной стороны, Россия категорически против обладания Ираном ядерным оружием, с другой стороны, Россия еще более категорически против решения иранской проблемы военным путем. Вот ни при каких, так сказать, ни под каким видом, по крайней мере, на данном историческом этапе Россия такое решение поддержать не может. Что касается Израиля, ожидать каких-то серьезных продвижений в переговорах, по-моему, не следует. Но здесь есть очень важный такой момент. Любые переговоры, это означает, что войны не будет. То есть в этом плане стороны, наверное, будут прощупывать настроение друг у друга, а Иран все равно будет продолжать свою программу, так как фактически в такой тупиковой ситуации, в которую сейчас загнали эту страну, страны Запада, у него практически нет никакого выхода. То есть в Иране или должны быть осуществлены серьезные перемены в плане смены нынешнего режима, или иранская сторона, иранское государство должно предпринимать меры для самосохранения в этом плане. Мне кажется, что на преддверии президентских выборов, которые мы ожидаем летом, вот было сказано 14 июня, иранская сторона будет всячески стараться прийти к неким соглашениям в плане не ужесточения санкций, которые сейчас существуют. То есть оставаться на этом уровне. А западные страны тоже, в свою очередь, наверное, возьмут некоторую паузу, так как мы были очевидцы во время прошлых выборов. Поствыборная ситуация в стране, во всяком случае, может немножко обостриться, и они попытаются использовать всяческие технологии в плане осуществления каких-то там революций или поствыборных процессов, которые ожидаются в Иране. Третий рычаг, по-моему, которым сейчас Запад пытается давить на Иран и в целом на нынешний режим Ирана, это этническая проблема.
То есть проблемы, которые часто искусственно раздуваются, это связано вот с проблемой так называемых этнических азербайджанцев в Иране, курдов, арабов Хузистана, Белуджи и так далее. То есть, если смотреть на перспектива, по-моему, не внушает никакого оптимизма. Не будут достигнуты, по-моему, реальных договоренностей, и стороны будут оставаться на своих позициях, изначальных позициях, с которых они начали эти переговоры. Риторика последнего периода в Иране, она говорит о том, что власти все-таки до президентских выборов ни на какие договоренности с Западом не пойдут. Вот последнее празднование юбилея исламской революции было ознаменовано вообще ужесточением антиамериканской, антизападной риторики, что говорит о том, что это власти не склонны идти на компромисс ни с «шестеркой», ни с Соединенными Штатами Америки, несмотря на то, что администрация Обамы предложила вести прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, что вообще новое явление для последних 32 лет. Что касается будущего, вот многое зависит от того, кто станет президентом Ирана. Если вот на сегодняшний день образована очень сильная, умеренно консервативная коалиция между мэром Тегерана Галибафом, бывшим министром иностранных дел Али Акбаром Велаяти, который ныне является советником духовного лидера по внешней политике, бывшим спикером иранского меджлиса Аделем. И эта коалиция стремится выдвинуть своего единого кандидата. Если им будет Галибаф, скажем, мэр Тегерана, который неоднократно высказывался за ведение переговоров с Вашингтоном, за компромиссы, или даже Али Акбар Велаяти, который, как считают многие, в сентябре прошлого года 2 раза ездил в Вашингтон для того, чтобы встретиться с американскими дипломатами, то перспективы для переговоров все-таки открываются немного более оптимистическими. Что касается вот «шестерки», я вообще не считаю, что «шестерка» может прийти к какому-то решению до того, как Тегеран и Вашингтон не урегулируют хотя бы частично свои отношения, потому что вообще этот формат «шестерки» и вообще вся эта ситуация возникла из-за того, что не урегулированы ирано-американские отношения. Если не будет прогресса в этих отношениях, то в ядерном вопросе тоже никаких положительных подвижек не будет, к сожалению. Что касается Армении, то Армения, в принципе, от санкций в отношении Ирана не особо страдает, потому что у нас торговые отношения с Ираном в основном осуществляются в сфере природного газа, и к природному газу никакие санкции не применяются. Для Армении, естественно, нежелателен вариант, чтобы конфликт перешел в какую-то военную фазу. Хотя я должен сказать, что есть много немало людей, которые считают, что если в Иране будет военный конфликт, то Азербайджан обязательно нападет на Армению, воспользуется этим. Я вообще считаю, что это самая большая проблема возникнет для Азербайджана, потому что это не в Армению придут миллионные потоки тюркоязычных беженцев, а придут именно в Азербайджан, где есть хотя бы языковые условия для того, чтобы они более легко себя обустроили в период конфликта. Это первое. Второе, Азербайджан больше связан с Ираном с экономической точки зрения. Товарооборот — это порядка $1,5 миллиарда в год, чем Армения.